Итак, сегодня мы продолжаем изучать Шримад Бхагавад-гиту, как она есть. Третья глава «Карма-йога». Сегодня очень интересная тема. Мы как бы один рубеж закончили, выходим на второй рубеж. Интересный стих, он такой неоднозначный. Тема сегодня достаточно простая. Почему мы грешим? И что, собственно, такое грех? Мы попробуем разобраться сегодня онтологически, что такое грех вообще и почему мы грешим даже против своей воли. Итак, 36 стих. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Прочтем санскрит, дословный перевод, как всегда, литературный перевод и комментарии. Арджуна увача адхакена праюктоям папам чарати пурушаха аничхани апи варшнея палат ивани йоджитаха. Арджуна увача. Арджуна сказал: Адха, когда? Кена, чем? Праюктах, понуждаемый. Аям, этот. Апам, грех. Чарати, совершает. Пурушаха, человек. Аничхан, не желающий. Апи, даже. Варшния, о потомок Вришни. Палат, невольно. Ива, словно. Ниоджитаха, действующий. Литературный перевод и комментарий его божественной милости Абхай Чаранаравинды Бхактивиданты Свамипады. Прабхупада ки чай. Арджуна сказал: о потомок Вришни, какая сила заставляет человека совершать грехи даже против его воли? Комментарий. Как частица Всевышнего, живое существо изначально является духовным, чистым и свободным от материальной скверны. Поэтому по природе своей оно не склонно к греховной деятельности, свойственной обитателям материального мира. Но попав под власть материальной энергии, живое существо грешит, не задумываясь, иногда даже против собственной воли. Поэтому вопрос Арджуны о противоестественной склонности живого существа к пороку является как нельзя более уместным. Даже если живое существо не хочет грешить, оно порой вынуждено делать это. Однако причиной его греховных действий является не сверхдуша, находящаяся в сердце, а некая другая сила, о которой Господь расскажет в следующем стихе. То есть интересная история получается. Мы уже знаем, что в сердце каждого живого существа, Кришна говорит это, он в Бхагавад-гите говорит об этом, что как сверхдуша, я нахожусь в сердце каждого и даю память, знание и забвение. Но здесь очевидно, мы много говорили о том, что есть 5 составляющих действия. Помните, да, мы говорили, вспомним немножко это. Тело, да, то есть нет тела, мы не можем действовать. То есть поле деятельности – это тело. Второе – это действующий сам, непосредственно душа или дживатма, пуруша в данном случае, да, можно сказать, пуруша, человек. Дальше органы чувств, потому что всю деятельность мы совершаем при помощи органов чувств. Четвертое – это, мы говорили, волевой импульс, чешта, да. И пятое – это параматма, сверхдуша, так? Но здесь, оказывается, есть еще что-то. То есть интересная вещь, потому что получается, что мы действуем иногда, так сказать, минуя вот эти все 5, ну то есть помимо этих 5 еще что-то происходит. То есть какая-то сила неизвестная толкает нас на это действие. То есть
И получается, что эта сила даже сильнее, чем наша воля, да, потому что волевой импульс, да, но у нас есть волевой импульс, мы хотим сделать так, но что-то давит на нас и заставляет сделать не так, а с точностью да наоборот. Есть знание, потому что Арджуна здесь говорит, да, он задает вопрос, заставляя человека совершать грехи даже против его воли, да, против чешта, да, у меня есть желание не делать этого, но я все равно продолжаю это делать. И по большому счету человеку современному, в общем-то, понятно, о чем речь идет. Ну, потому что, например, ну, 90% курильщиков, они хотят бросить курить, но не получается. Они понимают, что это вредно, они понимают, что это деструктивно, что это разрушает их. Тем не менее, какая-то сила заставляет их действовать против их воли. Алкоголизм, алкоголики, наркоманы, да, то есть вот эта зависимость. Опять какая-то сила. Смотрите, что-то происходит непонятно. Они хотят бросить, они хотят соскочить, какое-то время держатся, кодируются на год, на полтора. Опять какая-то сила толкает их. Интересно, что может возникнуть такое, знаете, сомнение, а что значит вот сверхдуша тогда? Что она молчит-то? То есть она же санкционирует, она же может не санкционировать. Вот в этом мы сегодня попробуем разобраться, что такое грех, да? Мы уже говорили, да, мы когда говорили, что есть, рассуждали карма, а-карма, ви-карма, угра-карма. Так вот, к греховной деятельности относится ви-карма, да, то есть деятельность, которая не описана в шастрах, которая не предписана шастрами, соответственно, ну, вот та деятельность, которая не предписана шастрами, с точки зрения вед, это греховно. То есть и все. Другими словами, если мы действуем таким образом, что это не удовлетворяет Бога, Верховную Личность, да, ну или действуем вне канвы Писаний, наставлений мудрецов, опытных людей, экспертов, то такую деятельность веды признают ви-кармой. А если такая деятельность, в результате такой деятельности еще причиняется вред кому-то, да, ну, например, другим живым существам, это уже угра-карма, ужасная карма. Ужасная деятельность. И та, и другая деятельность наказывается. Более того, мы говорили, что даже карма, благочестивая деятельность, деятельность в соответствии с писаниями вед, а в данном случае мы говорим об карма-канди, да, то есть карма-канди, то есть тот раздел вед, который, в общем-то, мало затрагивает духовность, а он просто затрагивает какие-то, собственно говоря, говорит, какие яги нужно приносить, каким богам, для того, чтобы жить безбедно. То есть, которые не влияет, что деятельность, мы совершаем деятельность, которая позволяет нам возвыситься на райские планеты, к примеру, жить безбедно в следующей жизни и так далее. И вот это карма-канда. И это вот карма. Но по закону кармы, получив даже хорошие плоды, мы все равно должны будем родиться, чтобы получить, ну, чтобы их получить. Да, то есть в этой жизни мы совершали хорошие поступки, в следующей жизни мы должны родиться опять в этом материальном теле. То есть оставаясь в круге самсары, просто возвышаемся немножко, вот как на чертовом колесе, знаете, на чертовое колесо, но иногда вверх поднимаемся, и мы видим всю округу вообще, так здорово, как будто птицы парим просто, дух захватывает, мы на вершине мира, да, как вы говорили, царь горы, я царь горы, вот, но в следующий момент мы пошли вниз уже, вот это самсара, колесо самсары. Спускаемся вниз и уже видим эти самые окурки, бычки, бутылки, пьяные где-то тут рядом, буфет, кто-то кому-то мылит шею и так далее. И тоже карма, викарма, угра-карма, ужасно. И вот викарма и ужасная карма, вот эта угра-карма, это и, в общем, называется папа, грех. Здесь вот как раз используется этот термин, папам, грех. Понуждаемый, совершаем грех, совершает чарати, папам чарати, пурушах. То есть человек, совершающий грех, папам чарати, пурушах. Вот. Но при этом аничхан, не желающий, да, то есть против воли. Итак, давайте сначала разберемся, что такое грех. Ну, мы чуть-чуть уже сейчас об этом сказали, да. То есть, с точки зрения вед, греховная деятельность – это та деятельность, которая не предписана ведами. Все, не предписана ведами. Или, наоборот, налагается конкретный запрет. Вот эта вот деятельность называется греховной. С точки зрения светского общества, мы
поддерживаем этот, как бы этот стандарт. Почему? Потому что, ну, например, ну, можем определить, да, что все, что является деструктивным для других, для социума, это признается грехом. Ну, в социуме, в светском государстве. Ну, грех, само слово это религиозное, да, как бы больше. Но, тем не менее, это считается деятельностью викарма, да, викарма или угракарма, если говорить на санскрите. То есть нежелательно, а иногда и наказуемый. То есть если мы кого-то убиваем, это деятельность с точки зрения государства, законов государства, незаконная, и она наказывается там, лишением свободы или смертной казнью или еще чем-то. Да? Но чтобы прийти просто к знаменателю, мы будем называть это грехом, да? Чтобы вот и с точки зрения светской разобрать, и с точки зрения религиозной, да? Или духовной. Поэтому с точки зрения даже обычной морали и нравственности, все, что приносит деструкцию или какой-то деструктив носит либо нам самим, либо окружающим, можно назвать грехом. То есть курение вредит и нам, и окружающим, это грех. Алкоголь вредит и нам, и окружающим, это грех. Незаконный секс вредит и нам, и окружающим, это грех. Другое дело, что крайне сложно, наверное, назвать грехом игру на биржах или азартные игры, особенно в России азартные игры. И тем не менее государство признает эту деятельность деструктивной, пусть она еще не незаконная. Видите, государство, по крайней мере, Россия, и США, крупные страны, они вынесли эту деятельность, азартные игры, они вынесли за черты города. Да? То есть, ну, в Америке это просто один город, да, куда все съезжаются, Лас-Вегас, и там отрываются. А в России, за пределы Москвы, это было вынесено в Краснодарский край. Там было планировано построить такой вот Лас-Вегас. Но я не знаю, до сих пор там построено что-то или не построено. Не отслеживаю эту ситуацию. Тем не менее, деструктивность игры в кости, в общем-то, которая стала понятна еще 5000 лет назад, да, чем она деструктивна, потому что можно потерять все. Даже собственную жену. На примере вот Пандавов отлично показывает этот урок, дает этот урок. Вот. Но с точки зрения светского государства, да, мы признаем деструктивность, но вряд ли ее какая-либо религиозная традиция может, за исключением вед, может признать. Да, даже и веды, да, они разрешают кшатриям, более того, даже предписывают кшатриям играть в кости, да, чтобы вот этот азарт. Но с точки зрения упасана канды, с точки зрения бхакти, с точки зрения пути служения Богу, это греховная, считается греховной деятельностью. Почему? Потому что она разрушает один из устоев дхармы религии, а именно правдивость. Итак, мы знаем, что есть 4 основных устоя, о которых говорят веды, 4 устоя религии или дхармы. Это чистота, правдивость, милосердие и аскетизм. И вот все, что разрушает эти устои дхармы, это является адхармой. И вот адарма как раз она может рассматриваться как грех. Да? То есть здесь папа, то есть это конкретное действие, а дарма это более общее действие, да, такой countable, то есть который нельзя посчитать. Вот. Поэтому здесь есть, ну как бы если рассматривать, есть такой термин как папа, грех непосредственно, то есть это определение, да, определение, то есть, например, там, курение – это грех, да, а курить – это уже викарма, да, там, или даже угракарма. Вот, то есть, ну, как бы одно определение, а другое – это деятельность. А адарма – это более общее понятие, то есть совокупность вот этих и папы, и викармы, угракармы, вот это есть адарма все. Все, что нарушает законы. Вот. Таким образом, даже с точки зрения светской, все, что разрушает устои дхармы, религии или ну, светского государства, считается нарушением закона, либо государства, либо Бога, или же вот, с точки зрения, так сказать, религии, это является греховной деятельностью. Взгляд вед на грех, он гораздо жестче, чем взгляд других религиозных традиций. Есть такое понятие первородный грех в христианстве и в авраамических религиях первородный грех. И что же было первородным грехом? Вот очень интересная вещь, да, откуда это вообще пошло и что это такое? Первородный грех, как вы помните, это когда Адам и Ева вознамерились, движимые силой, некой силой, да,
какой-то против своей воли фактически. В общем-то, особо не хотелось. Ходили и ходили, гуляли и гуляли, наслаждались жизнью в райских кущах, в Эдеме. И вдруг вот эта вот сила, она как-то раз и сказала, а вот там есть древо познания, в нем есть плод. И если вкусите плода от этого древа познания, станете... И вот это желание или идея сама, идея, понимаете, да? То есть вот эта идея проникает в сознание живого существа по одной простой причине. Почему? Потому что живое существо, поскольку оно создано по образу и подобию Бога, да, это говорится, ну это все религиозные традиции подтверждают, то это означает, что живое существо обладает так же, как и Бог, свободой выбора. То есть свободой выбора. На этом строятся отношения бхакти, на этом строится любовь. Любовь без выбора не может существовать. Если кто-то смотрел из вас фильм «Брюс Всемогущий», то там была такая ситуация, когда Бог наделил одно живое существо полномочиями. Ну, то есть почти он стал как Шакти Авеша Аватар, да, такой. Вот, наделил определенными полномочиями, сказал, на, поиграйся, ты можешь все, что хочешь. И что он только там не делал? Он исполнял желания других, там, отвечал на молитвы, там, с Луной что-то даже сделал, вызвав последствия, так сказать, наводнения, там еще что-то. Лотерею дал возможность выиграть там сотням или тысячам, и был большой скандал. Но потом он попробовал использовать свою мистическую силу для того, чтобы влюбить в себя одну девушку, которой ему очень нравилась. Они как-то поссорились, и вот он захотел ее влюбить в себя. И сколько бы он ни тужился, сколько бы он ни проявлял свои мистические способности, у него ничего не получилось. Ничего. И тогда он обратился к Богу, который, кстати, может быть в этом какой-то глубокий смысл, был темнокожим. Шьям, цвета шьям. Он был темнокожий, да. Он был темнокожий, афроамериканец. И он сказал, ты знаешь, что-то не работает. Я вот как бы вот попытался что-то тут сделать, но, честно скажу, у меня не получилось. Говорит, ты хотел ее влюбить? Да. Он говорит, ну даже я это не могу сделать. То есть даже Бог, мы видим, не покушается на свободу воли живого существа. То есть он никогда не нарушает три вещи, три как бы права, священных права, которые, собственно говоря, принадлежат ему, то три качества. Да, их нельзя разделить. Точно так же, как душу нельзя ни убить, ни расчленить, ни иссушить. Нельзя отделить живое существо от этих трех качеств. Почему? Потому что оно создано по образу и подобию Бога. И какие же эти три качества? Помните Пурушоттам Гранта? Какие эти три качества? Ага, подвисли чуть-чуть. Ага, какие? Да-да-да, я уже все нормально, восстановилось соединение. Еще раз повторите, какие качества я не расслышал? Да, три качества, которыми обладает душа и которые нельзя отделить от нее. Ну, Сачитананда, получается, вечность, знание и блаженство. Да, совершенно верно. Вечность, знание и блаженство. И на это не покушается сам Бог. И, собственно говоря, Сат, Чит и Ананда, они непосредственно связаны с любовью. Потому что любовь в невежестве невозможна, именно истинная любовь. Любовь без Ананды невозможна. И если любовь не вечна, это не любовь. Ну, то есть не истинная любовь. Поэтому Сат, Чит и Ананда, вот как бы признаки вечной, чистой любви, знания и блаженстве. Таким образом, Кришна наделяет живое существо, вернее, не наделяет, наделяет, и они уже по природе, это частички Кришны, дух, Ахам Брахмасми. Они уже наделены вот этими качествами Сат Читананда, так же, как и Бог, как верховная личность Бога, Кришна. И также обладают свободой выбора. И вот эта сила, да, вот этот шестой элемент, вот эта сила, так сказать, которая как бы искусила Адама и Еву, она подтолкнула их вот к этому действию, да, то есть вкусить плода от древа знаний и уподобиться Богу. Интересно, тут, конечно, эта экспликация такая, ее можно долго обсуждать, мы не будем. Она в Ведах, кстати, прописана тоже. Она прописана, и, по сути дела, Адам и Ева – это
начало новой цивилизации, Млечх, это описывается в Ведах, Адам, Адамати и Абьявати. Они вышли из огня жертвоприношения, из яблока причем, да, которое появилось в результате жертвоприношения, которое падшие браманы проводили, изгнанные, да, отлученные, скажем, от общества ариев. Они начали проводить ягью особую. Из этой яги как раз вышли Адам и Ева. И вот дальше как раз усилили они, да. То есть эти браманы, они были уже мясоедами, ели мясо, употребляли мясо. И как следствие получились вот эти два живых существа, которые, собственно говоря, пошли уже не в ту сторону. И там есть символизм определенный, грехопадение. То есть положение живого существа объясняется во всех религиозных традициях именно таким образом. Почему живое существо страдает, почему оно лишено сад читананды, знания вечности и блаженства. И причиной тому первородный грех, или даже с точки зрения вед, да, это их личный выбор жить без Бога. То есть живое существо, оно по качествам такое же, как Бог, но количество оно очень мало, поэтому оно иногда, говорит Шрила Прабхупада и Ачарьи, может неправильно воспользоваться своей свободой выбора. И вот в этом фильме как раз Брюс Всемогущий, живое существо, вот это вот Бог, да, вот этот цвета Ашьяма, темный такой афроамериканец, он говорит как раз эту татву, эту истину объясняет, он говорит, это даже я не могу сделать. Влюбить в себя живое существо даже я не могу. Вот. Но не то, чтобы он не может, он этого никогда не будет делать. Почему? Потому что то, чем наслаждается Верховный, он наслаждается чистой расой. Никакого насилия. То есть добровольно. Все идет по доброй воле. Очень все добровольно. Любовь не может быть по принуждению. Любовь не может быть по выгоде. Любовь не может даже, как бы в миру, да, мы вот мирские люди, обычные светские люди, они говорят, что любовь по расчету это отвратительно. Любовь ты мне, тебе, она отвратительна. Любовь, а вот бескорыстная любовь, она воспевается поэтами, она воспевается режиссерами, и там, я не знаю, художниками в разных, так сказать, ипостасях культуры и так далее, композиторами, так или иначе. Вот это бескорыстная любовь, ничего себе любовь. Не зря самые такие яркие классические произведения, они как раз говорят об этой ничего себе любви. Правда, она там как бы, если бы она не закончилась, мы не знаем, чем бы это закончилось. Но поскольку она закончилась, Юнон и Авось, Хакин, Мурьета, этот самый Ромео и Джульетта, да, то есть там все очень вот так вот оно заканчивается. Вот на этом как раз вот фактически их разлучает, или даже, может быть, не разлучает, смерть. Да? Даже смерть не разлучает, потому что они как бы вместе идут вот дальше. И вот если бы, конечно, она продолжилась, непонятно, что бы было бы, там, может быть, такая уже пожилая Джульетта, которая пилит мозг этому Ромео, и уже, так сказать, Ромео, изрядно поддавший друзьями из, как их там, Капулеты, не суть важно, ладно. То есть мы можем только гадать, да, как правило, вот наш опыт подсказывает, что именно так и происходит. Какой бы ни была восторженная любовь, и как бы бабочки не парили, так сказать, не летали в животе, вот, все равно, как вот вы говорили, да, в прошлый раз, голод, насыщение, пресыщение, ад, авидья, незнание. Итак, и вот эта история как бы первородного греха, оттуда идет грех. То есть изначально получается, что прародителем всех грехов, прародителем, да, парам-папа такой, да, высший грех, высшим грехом является наше неправильное использование свободной воли и то, что мы отворачиваемся от Верховного Господа. Да? И почему же это грех? Разве от этого страдает Верховный Господь, если самодостаточный? Почему это называется грехом? То есть нам кажется, иногда грех вызывает в нас чувство такого стыда, знаете, и недобросовестные религиозные лидеры, поводыри, пастыри, они используют это чувство, да, потому что человек, ощущающий чувство стыда, такой виновности, да, он становится уязвимым. Но что же это такая за любовь тогда? Что же это такое? Бог ревнитель разве? Бог не ревнитель, Бог самодостаточен.
Он даже понятия не имеет, если не захочет, конечно, иметь это понятие, о том, что здесь происходит в материальном мире. Ему не нужно это подглядывать в замочной скважины. У него Сад Читананда в полной мере проявлено. Он наслаждается в своем Царстве Божьем, танцем раса, общением со своими преданными, и своими играми, своими приключениями, своими деяниями. Он просто полностью в этом погружен. Ему не нужно подглядывать сюда. Но каким образом он узнает о том, что здесь происходит? Зачем он посылает своего сына? Зачем он посылает святых? Как он узнает тогда? Вот вопрос. Есть какие-то версии? Как он узнает об этом? Почему он вдруг становится сострадающим? Иногда даже сам не сходит сюда. Ну, а как узнает? Понятно, что он в сердце находится, да, тут вопросов-то нет. А с точки зрения его природы, то, что он есть сама любовь, то это значит, что у него нет никакого другого отношения к нам. Что бы мы ни делали, он всегда относится к нам с любовью. Это значит, что он как бы всегда волнуется и желает нам счастья. Да. То есть, да, это одна из ипостасей, как любящий отец, но с точки зрения вот авраамических религий, как любящий отец, он никогда нас не забывает, это факт. А с другой стороны, веды утверждают очень такую как бы жесткую, жестокую вещь по отношению к живому существу, в которой говорится, что Бог не имеет сострадания. Если он наслаждающийся, он не может страдать. Он не может страдать, а значит, он не может сострадать. Но поскольку откуда бы взялось тогда сострадание в людях, да, если бы не было это в Господе? То есть он проявляет свое сострадание через, или ощущает вот это страдание живых существ через своих преданных, через свои энергии, через своих преданных, которые по своей природе, они джива-доя, они очень сострадательны ко всем падшим живым существам. И благодаря им Господь проявляет свою аударью. Да? У него есть три аспекта айшварья, то есть величие. Величие, и на планетах Вайкунхи там говорится, что в Царстве Божьем там все поют гимны, хоралы, там, это вот очень помпезно и так далее. Если мы идем выше, идем на планету Вайкунхи, которая называется Галока Вриндавана, или Кришна Лока ее еще, там уже совершенно другая бхава, там Мадхурья, там царствует Мадхурья. Но если в какой-то момент нам выдастся удача, и мы окажемся в небесной Навадвипе, то там уже другое настроение. Настроение Господа Чайтани или самого Шри Кришны Чайтани – это аударья. Аударья. И именно сейчас идет вот этот золотой век, который постепенно набирает свои права. Разливается именно вот это качество Господа аударья, которое он проявил всего лишь 500 лет назад. Можете себе представить, не так давно. И вот это настроение аударьи, оно как раз и позволяет, вернее, не то чтобы позволяет, а и является причиной множества разных проявлений священных писаний там, и так далее. Да? То есть, соответственно, с местом, временем, обстоятельством. Нам иногда кажется, что, смотрите, существует так много разных писаний, разных религий. Почему это? Может быть, это все дело рукотворное и так далее. Почему такое количество? Разве нет единства? Но если мы глубоко присмотримся в суть всех религий, мы увидим, что все эти религии, вне зависимости от того, что они расходятся во второстепенных вещах, они имеют очень сильную основу и единство в главных вещах. То есть все религии, цель всех религий – это познать Бога и вернуться назад домой к Богу. Цель всех религий – это развить любовь к Богу, как говорил Иисус, да, две основные заповеди, или к которым сводятся все вот эти 10 заповедей, их можно так сказать, сформулировать, что возлюби Бога своего всем сердцем своим, всем разумением своим, всей душой своей, и возлюби ближнего своего, как самого себя. А Иисус говорил даже, но какая нам слава и хвала, если мы любим ближних своих? Неужели не то ли делают мытари? А вот я говорю, возлюби врага своего, как себя самого. Такой стандарт. Итак,
таким образом, мы немножко источником всех грехов является вот этот отход от Господа. И мы говорили, а почему, собственно говоря, почему это грех? Да? То есть, ну, грех это что-то такое вот сразу постыдное и так далее, и так далее. Но веды не смотрят так на грех. Они смотрят по-другому. Они, вот папа, да, или, то есть вот этот грех, он деструктивен для самого живого существа. Именно поэтому веды очень четко дают дефиниции, что является тем, что отталкивает от Бога, тем, что уводит от Бога. И это называется папой. Да, папой или адхармой, или викармой, угракармой и так далее. То есть такими терминами, в зависимости от как бы, контекста и объяснений. Итак, то есть сам грех, он деструктивен для живого существа. Поэтому стыдно обычно, когда мы что-то такое плохое сделали кому-то, да, и нам как-то стыдно, совесть мучает уже. Но по большому счету грех, он направлен на самого действующего, да, на владельца этого тела, на действующего. Вот это вот есть тело, есть действующий, есть органы чувств. И вот первые два, поле деятельности и сам действующий, вот как раз и они подвергаются вот этой атаке греха. И, как правило, если разобрать, с чем связано, то есть какие дефиниции, как определить, что такое грех. Есть, в христианстве объясняется там 10 смертных грехов, или 7, да, 7, по-моему, смертных грехов объясняется. Там, чревоугодие, убийство, похоть, еще что-то там и так далее. Но они в основном все сходятся. Почему? Потому что именно вот эти вещи, они являются разрушающими для души, для ума и для тела. Так вот, таким образом, все, что является деструктивным для ума, души и тела, либо моего, либо других живых существ, называется грехом или ужасным грехом. Вот, викарма или угракарма, в данном случае папа. Вот. Соответственно, прародителем, да, всех грехов является то, что мы отворачиваемся от Бога. И тогда в наш ум входят 6, говорится, 6 врагов ума, или 6 таких, кстати, даже не побуждений, а 6 деструктивных элементов, которые потом и экспонируются во все греховные поступки уже. То есть на основе которых мы совершаем греховные поступки. И эти 6 компонентов или 6 составляющих, или источников, да, даже так скажу, источников греховной деятельности, это гнев, жадность, вожделение, иллюзия, что-то я еще забыл, безумие, да? Еще зависть, самая страшная вещь, зависть. Как бы зависть считается матерью всех вот тех, которых я перечислил. Зависть. Ибо вот как раз, в том числе и в Ветхом Завете, называется о том, что говорится, то есть сам искуситель, да, он на что давит? На что давит? Почему он говорит, стань как Бог? Стань как Бог, почему бы нет? И вот эта сила, да, о которой мы говорим, смотрите, она на кого-то действует, на кого-то не действует. Первое что, да, она апеллирует к зависти. Если мы хотим стать как Бог, это означает, что мы завидуем Богу. Это означает, что нас не удовлетворяет наше положение. Мы хотим получить что-то, что как бы должно нам принадлежать по праву. Если мы хотим это получить, это означает, что у нас есть зависть к объекту, владельцу этого объекта. И зависть является, как я уже сказал, дальше от нее производные идут гнев, жадность, вожделение, иллюзия и безумие. Вот эти 6 врагов живого существа, они являются источником всех мыслимых и немыслимых грехов, которые совершает живое существо. Можно, конечно, глубоко разбирать вот эти 6 вещей, почему они деструктивные, почему они называются грехом. Но это и так очевидно. Это и так очевидно. И, собственно говоря, к любому человеку, если подойти и спросить, будешь ты дружить с жадным человеком? Нет. Будешь ли ты дружить с человеком, который полон похоти и вожделения? Нет. Будешь ли ты дружить с человеком, который находится в полной иллюзии? Нет. А с безумным? Нет. А с гневливым? Нет. А с завистливым? Нет. Согласны?
То есть это очень четко определяет вот как бы дефиницию, то есть веды очень четко здесь определяют вот эти 6 врагов ума, они являются фактически источником всех грехов, всей греховной деятельности. И тут Арджуна спрашивает, а какая сила все-таки, да? Что за сила нас заставляет идти на поводу у жадности, у вожделения, у зависти, у гнева, несмотря на то, что мы не признаем эту деструктивность этой деятельности, нам не нравятся эти качества в других, нам не нравятся эти качества в нас, но тем не менее мы продолжаем действовать вот таким образом. Что это за сила такая? Что это за сила, мы ответим на этот вопрос завтра, а сегодня мы немножко побольше разберемся все-таки с грехом. Да. Так что оставайтесь с нами на завтра. А сегодня мы разберемся все-таки с грехом, и на самом деле, так ли это страшно, и вообще, что это за сила-то, да? Ну, в конце концов. Потому что мы сегодня как бы зададим некоторые варианты, да? Например, мы видим, что Адам и Ева были искушены змеем. И то есть, очевидно, эта сила, мы можем подумать, что это сатана. Да? Мы можем подумать, это сатана, но очевидно же, да, что это сатана. Но у меня другой вопрос. Есть другая историческая и шастра, да, прамана, то есть свидетельство из священных писаний и как бы историческое. Иисус был искушаем также сатаной, так ведь? Он был искушаем. И помните, что делал сатана? Он 3 раза его искушал. Он хотел дать ему весь мир. Иисус постился, и он сказал, и возалкал, да, говорится. И тогда он сказал, возьми и как бы сотвори из камня хлеб. Или попроси Бога, он сотворит из камня хлеб и поешь. Вот. Потом он вознес его на огромную колонну и сказал, если Бог всесилен, ныряй с этой колонны. И пусть ангелы подхватят тебя его. И Иисус ответил, не искушай своего Господа Бога понапрасну. Потом он сказал, хорошо, ладно, когда уже он там первый тест прошел, второй тест прошел, он третий тест говорит ему, дам тебе все царства мира, просто поклонись мне. Все царства мира дам тебе. И мы видим, что Иисус не поддается этой силе. То есть, по сути дела, получается, что сатана, он был бессилен. То есть, это сила, которая влечет, иногда, вот христиане не говорят, это сатана. Но это очень легко, взять и свалить на кого-то. Это такая наша человеческая натура, привычка свалить на кого-то. Говорит, сатана. Это, знаете, это как подобно тому, как вот вы приходите в гости, а вам человек говорит, давай выпьем, ты меня уважаешь. Ты меня уважаешь или не уважаешь? Я работал с учителями иностранцами, с носителями языка. И, значит, а русские студенты, знаете, они же очень гостеприимные, а иностранцы не понимают вообще этого сначала. Они первый раз в России, и вот их приглашают домой, они приходят домой, иностранцы, американцы, там, англичане. Они же не пьют вообще. Они же там что-то, чуть-чуть там бурбон, там, я не знаю, что они там пьют, виски, совсем чуть-чуть. Им наливают. И дальше их берут на мехкине, да, вот говорят. Он говорит, я не хочу, спасибо, я не хочу. И говорит, ты меня уважаешь? Он говорит, да, уважаю. Давай выпьем тогда. И вот это вот ты меня уважаешь, и да, раз я уважаю, я должен выпить, значит, хорошо, он ставится в такие тиски. И мы их учили. Мы говорим, когда вам зададут вопрос, ты меня уважаешь, да, то есть как бы скажите, да, я тебя уважаю, но пить не буду. Так сразу. То есть я тебя уважаю, но пить не буду. Вот. То есть, другими словами, если нам наливают стопку, у нас есть право отказаться. Никто специально нам вливать в горло не будет. Мы помним историю Харидаса Такура, Намачарьи, да, в традиции Бхакти, который поклонялся святому имени, воспевая святое имя на четках 300 тысяч имен в день. И к нему пришла очень обольстительная куртизанка, проститутка, которая была подослана мусульманами. Ачарьи говорят, что это была сама иллюзорная энергия, сама майя. Но при этом, как повел себя, у него был выбор. Так? То есть это было искушение. И было искушение похлеще, чем, простите, сатана. Майя, иллюзорная энергия, это вам не хухры-мухры. Это материальная энергия. Это Кришна говорит, «Девихи шагу нама и мама моя дуратья я». Говорит, мою материальную иллюзорную энергию, состоящую из 3 гун материальной природы, невозможно преодолеть. Невозможно преодолеть. Но Харидас Такур делает свой выбор. Он не поддается искушению. Более того, он делает из этой
проститутки святую. Фактически за 3 дня он из нее сделал святую. Она остригла волосы, она раздала свое имущество браманам. Вы представляете, какая сила? Что это за сила? Арджуна мог бы задать вопрос, что это за сила тогда? Вот. Таким образом, мы делаем вывод, что эта сила не является сатаной. И эта сила не является майей. Эта сила не является кали. Эта сила не является дургой. Эта сила не является какой-то силой извне. Что же это за сила? Об этом мы узнаем завтра. Оставайтесь с нами. Вот. Таким образом, мы просто пришли к выводу, что это не сатана, это не какой-то там папа Пуруша, да, то есть это что-то, находящееся в нас, это 6-й скрытый элемент. Помните, мы говорили о поговорке вот этой индейской, да, что в сердце каждого живет 2 собаки, одна божественная, одна демоническая. И в зависимости от того, какую мы кормим, та и выигрывает, да, между ними идет всегда битва. Мы где-то ближе подбираемся, что же это за собака, да? Что же это за собака? Мы попробуем ответить на вопрос завтра. Что же это за собака, которую мы подкармливаем? Ну, так вот я для затравки дал немножко. Есть что дополнить, друзья? Андрей, мы очень рады видеть вас. Вы к нам придете сейчас? Видео. Так, Пуршот Гуранпов, есть что-то добавить, порассуждать на эту тему, заинтриговать еще больше слушателей? Югат Храм Прабху, спасибо вам вообще, тема очень актуальная, и я, если честно, начал, призадумался, начал как-то все это переваривать, и какие-то примеры начал вспоминать, как эта сила действует, у каждого. И мне кажется, на сегодня такой хороший задел на завтра, а завтра стоит, наверное, как-то обсудить более подробно. А сейчас даже не хочется ничего добавлять. Ага, да. С вами согласен. Мы сохраним интригу, но мы можем немножко сейчас вернуться к комментарию, да, чтобы в оставшееся время, на какие-то вещи обратить внимание. Здесь Шрила Прабхупада пишет, как частица Всевышнего, да, тоже о чем мы говорили, живое существо изначально является духовным, а духовным значит чистым и свободным, то, о чем мы говорили, от материальной скверны. Поэтому по природе своей оно не склонно к греховной деятельности, в принципе. Да? Получается, что вот этот отход от Господа по той или иной причине, мы выяснили причину. Причина, по сути дела, можно, конечно, говорить жестко, некоторые говорят, что это зависть. Но мы говорим более мягко. Почему? Потому что если мы говорим о действительно духовном мире, если мы говорим о том, что действительно Бог, Кришна, Он всепривлекающий, Кришна, то есть всех привлекает всех, то тогда встает вопрос, как же можно Ему позавидовать, как можно от Него вообще отвернуться, да, таким образом. Поэтому здесь есть много концепций, и особенно если мы говорим про ведическую традицию, то идет вот этот спор. А было ли живое существо когда-нибудь в духовном мире? Или хорошо, если, может быть, и было, но было ли оно на Галоке Вриндаване? Да? То есть было ли оно именно с Кришной? И если было, то как же, если он всепривлекающий, каким образом она могла отвернуться от него, да? Уйти в эту материю, да? Непонятно, почему она приняла такое решение. И с точки зрения материальной парадигмы нам невозможно будет ответить на этот вопрос. С точки зрения, например, Библии, да, мы видим, был мужчина, женщина, как-то они их искусили, они подумали, а почему бы нет? И собственно говоря, с этого все началось. И это почему бы нет, там даже, они особо-то не знали, да, там не описывается, что они, знаете, там вместе с Богом что-то делали, участвовали в его играх, деяниях, то есть они, по сути дела, особо-то и не знали, кто такой Бог даже, да. Но с точки зрения Упасана Канды, той части Вед, которая очень подробно описывает игры Кришны, да, Шримад Бхагаватам, например, а что уже говорить, то есть тот человек, который находится или то живое существо, которое находится уже в духовном мире, он видит эту привлекательность. Там Ананда растет, говорится, с каждым
с каждым мгновением оно растет, растет все больше и больше. Дас Кавирадж описывает в читании Чаритамрити, как происходит этот любовный обмен. От этой любви, например, преданные Господу, они видят Кришну, и от этой любви, переполняющей их Кришне, они становятся еще красивее, еще прекраснее. И когда Кришна видит своих преданных, которые стали еще красивее, то его любовь к ним естественным образом опять возрастает. И тогда, когда их любовь возросла, они становятся еще красивее. Вернее, Кришна становится еще красивее. И преданные, видя, Боже, так сказать, ну да, мы думали, что это уже предел совершенства, но Кришна стал еще красивее, их любовь еще возрастает, еще больше. И таким образом это растет, 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 это постоянно расширяется. Но с точки зрения парадигмы материальной, с точки зрения времени и пространства, нам можно не понять, подождите, а куда оно расширяется, если это все бесконечно, да? Так сказать, а вот с точки зрения времени, как долго это может расширяться? Или, допустим, если мы говорим, что вот как же живое существо, вот, ну даже если оно подумало вот так вот, а вот вдруг, а вот дай-ка я попробую. Ну, свобода же воли же есть, да. А вот мы же знаем, да, вот эту историю, когда гопи, они, не переодевать, от тоски просто по Кришне, они стали действовать как Кришна. Они стали переодеваться даже в Кришну там, и действовали там, играли как спектакль, да, они действовали как Кришна. Есть история говорящая о том, когда Радха с Кришной поменялись местами. Да, они просто переоделись, поменялись местами. И есть другая история, описывающая, как Баларам даже принял на себя, то есть он как бы вот решил стать, не то чтобы решил стать Кришной, но переоделся в Кришну, потому что ему, как старшему брату, нужно было защищать Кришну, а все демоны почему-то нападали на Кришну, а не на него. Он сказал, давай-ка я переоденусь, возьму флейту, он взял все атрибуты Кришны, павлинье перо, вот, и как бы вот уже собрался с демонами сражаться, и в какой-то момент, наверное, почувствовал себя Кришной даже, да. Хотя Шрила Прабхупада говорит, что нет разницы между Баларамой и Кришной, это особая татва, мы не будем сейчас туда влезать. Говорится, что Кришна это черный Баларам, а Баларам это белый Кришна, по сути дела. Но тем не менее, даже с этой точки зрения, да, поскольку они являются личностями, то есть все равно определенная свабхава, или особое свое настроение, да, потому что настроение Баларамы это Бог-слуга. Настроение Баларама это Бог-слуга, а Кришна это Бог-господин. Да? То есть это тоже тот же самый Бог. Да? Таким образом. И точно так же, как Шримати Радхарани это Бог-женщина, когда я использую слово Бог, да, потому что в санскрите Бог это Ишвара просто. Это просто какой-то Бог или полубог, один из богов. Здесь мы говорим о Боге богов, мы здесь говорим об абсолютной истине, да, о причине всех причин, сарва карна карнам, то есть об этом мы говорим. Это не просто Бог, вот как Бог, да, как контролирующий и вот тот, кто раздает хлеб насущный. Нет, мы говорим здесь об абсолютной истине, источнике всего сущего, источнике и сознания, и материи, и всего сущего, да, то есть он личность, да, он персона, субъект, единственный субъект. И, собственно говоря, что произошло с Баларамой тогда? Демон вот этот, который по большому счету, кто он такой против Баларамы? Он как дал своими копытами в грудь Баларамы, Баларама улетел очень серьезно, далеко. И после этого он никогда не захотел становиться Кришной. Вот. Это как бы лила, да, но мы можем предположить, хорошо, живое существо, оно могло, так сказать, подумать, интересно, да, а что чувствует Кришна, когда ему несут цветок, а что почувствовал бы я, если бы я был в центре, к примеру. Но за что живое существо наказывает за такую невинную как бы мысль миллионами рождений в материи? Я слышал такое объяснение от одного из учеников Шрилы Прабхупады, мистика, вот я уже о нем говорил, от Мататва. Он знаток шастр, поэтому я думаю, что он опирался на какие-то шастры. И это можно предположить, поскольку в духовном мире нет времени, то вот эти миллиарды жизней и наше возвращение назад домой к Богу, оно ничего не значит. То есть это происходит просто как некая концепция. То есть я несу цветок Кришне,
чтобы он понюхал его. В какой-то момент я думаю, интересно, как пахнет цветок? Дай-ка я попробую понюхать. Или, а что бы почувствовал я, если бы мне кто-то подносил цветок? И тут же Кришна, откликаясь на наше желание, дает возможность, и с одной стороны, и опыт с другой стороны, опыт именно, да, такой, вот попав в этот материальный мир, испробовать все возможные формы Ишвара или Бога, правления, да, потому что здесь говорится Пуруша, да, вот в этом стихе он говорит Пуруша, человек, но Пуруша, есть Пракрити. Пуруша это как бы мужчина, а Пракрити женщина. С точки зрения философии Санхи, вот есть такое определение Пуруша и Пракрити. Поэтому Пракрити здесь не обсуждается, говорится о Пуруше. Пуруша, мужчина, да, то есть как бы, по сути дела, можно сказать, а почему же он спрашивает Пуруша? Пуруша это не тип тела, здесь надо понять, да, то есть потому что Пракрити это как бы женщины часто называют, а Пуруша это мужчина. И вот Пуруша это как бы господин, господствующий, да. И по сути дела, в материальном мире и женщины, и мужчины, как говорит Шрила Прабхупада, это Пуруши. То есть они все пришли сюда господствовать. Если это не так, пусть вот тот человек, который не согласен с этим, плюнет мне в лицо, я приму, потому что это святой человек. Вот. Но в целом все господствуют. Все пришли, у всех есть желание господствовать. Как Чайтанья Чаритамриту Прабху, он показывает это на одном простом, легком примере. Это вот, что называется, как созерцатель, как художник, да, он может созерцать этот мир, художник-философ, да, человек, вот, который созерцатель, да, и при этом еще философ. Смотрите, как он показывает простой пример. Вы идете по заасфальтированной улице, но где-то вы видите, что пробивается зеленая трава, да, которая делает, ну, какой-то небольшой такой как бы газон, да, она пробивается, пусть камень пробивается. И рядом в центре этой травки, да, растет дерево. С дерева падают какие-то плоды или еще что-то, прилетает, поползают какие-то червячки, поедая эту траву. Но прилетает птица и съедает этого червячка. Тут же где-то недалеко, неподалеку затаилась кошка, которая хочет схватить птичку. Вот. Но у нее ничего не получается, потому что та собака, которая идет с хозяйкой на поводу, она так сказать, бросается и пытается схватить кошку. А хозяйка собаки дергает поводок, потому что, ну, как бы, собака как-то немножко выбилась, да, из колеи, она дергает ее поводок. И тут же звонит телефон, она поднимает трубку, и смирение травинки, лежащей на дороге, и терпеливее дерева, она отвечает своему мужу, который начинает на нее за что-то ругаться. И таким образом мы видим, начиная от травинки, заканчивая вот как бы живым существом, как каждый стремится контролировать, господствовать над кем-то, поедать, там, это и есть господство, эксплуатировать, да, другими словами, эксплуатировать тех, кто ниже. И вот это желание господствовать, оно пронизывает весь материальный мир. Нет таких живых существ, которые не хотели бы господствовать. И в человеческой форме это проявлено самым сильным образом. Да, сейчас ученые говорят, человек это, как это, венец природы, да. Поэтому сама природа должна быть у него, как золотая рыбка, на посылках. Вот, а он владыка морской и земной. Вот. Таким образом, вот это желание господствовать, этим желанием господствовать пронизан весь мир. Но к чему я это рассказывал, напомните мне? К чему я это рассказывал? Ну, потому что все хотят быть господами, а до этого вы говорили, почему живое существо как бы несет цветок. Да. И вдруг он решил, ну как бы не то чтобы господство, но он решил попробовать, что это, да. И Кришна дает ему такую возможность побыть господином в разных формах жизни. Мы видим, что трава пытается господствовать над асфальтом, мы видим, что вот эти гусенички, которые поедают траву, они, так сказать, пытаются контролировать это дело, процесс, поедают ее. Гусеничек эксплуатирует
птички и тому подобное, и так далее. Но при этом интересно, да, что во всем гармония такая, да, гармония. Когда китайцы истребили воробьев, почему? Потому что они много поедали этой, не конопли, простите, этой самой, ну, в общем, чего-то там, пшеницы или еще чего-то, они поедали. То что произошло? Произошло то, что нашествие вот этих гусениц, вредителей, тли там или чего-то, кого вот воробьи как раз тоже и поедали. То есть была нарушена гармония, нарушен баланс этого мира, и китайцы очень сильно страдали от голода в этот год. Там миллиардами воробьев просто убивали, миллиардами приносили, им платили деньги даже какие-то. Вот. И в этот год вот усю пшеницу тля поела. Вот, и не подавилась, как в анекдоте. Так что все баланс при этом, но весь мир, он как бы иерархически начинает господствовать, эксплуатировать подчиненные, более слабые виды живых существ. И когда живое существо, проходя цикл вот этих 8 миллионов 400 тысяч форм жизни в материальном мире, насыщается и говорит, нет в жизни счастья, и возвращается назад домой к Богу, то оно начинает с того же самого момента, на котором остановилось. Она несет цветок. И вот эта концепция, она думает, ой, что мне в голову какая-то ерунда пришла? Да нет, ну я же люблю Кришну, зачем мне вообще, я не смогу этим наслаждаться и так далее. Один раз я задал вопрос, это последняя история, я думаю, что сегодня уже хватит. Я задал вопрос моему наставнику, это Мадмахан Прабху, я ему задал вопрос. Ну если живое существо, например, решило насладиться, решило испытать положение Кришны, ну, не слишком ли это как бы ревностно вот, взять и отправить его в материальный мир? Почему бы Кришна, раз он Бог, не взял бы и не уступил свое место в танце расы, к примеру? Да? Вот миллионы живых существ, просто он берет и уступает свое место. Говорит просто, ну хорошо, да, вот давай, вот ты будешь Богом. Вот, танцуй, называется. Почему бы Кришне так не поступить? И Мадмахан Прабху, он с присущим ему чувством юмора, и при этом сохраняя как бы вот тактичность свою, да, природную культуру, такую вот этичность, он сказал, Гударм Прабху, при всем моем уважении к вам, вы знаете, мне кажется, что гопи не очень бы захотели с вами танцевать. Это во-первых. Вот. А во-вторых, он говорит, что самое на самом деле главное, даже дело не в этом, а дело в том, чтобы вы от этого не получили никакой бы радости. Почему? Потому что по своему конституциональному положению мы-то как раз не наслаждаемся вот этим положением Ишвары. Мы не можем им насладиться. И весь материальный мир нам показывает это. Мы не можем, у нас нет радости. Даже когда мы уже находимся на вершине этого, у нас нет радости. Почему? Потому что наша природа или то, от чего мы получаем сладость, это служение. И замечательный фильм я однажды смотрел, я еще, по-моему, не был даже преданным. Я как бы не исследовал эту тему, еще не встал на путь бхакти. Вот. Может быть, я сейчас недалеко ушел от этого, так сказать, по этому пути. Но суть в том, что для меня тогда не было это каким-то подтверждением шастры, еще что-то. Я не связывал это. Но мне этот эпизод очень сильно понравился. Суть его заключалась в том, что один джентльмен получил в наследство замок. Просто в современном мире это все, замок у него, какие-то вот род такой был очень благородный. Вот, и он получил замок в наследство. И в этом замке он вместе с наследством получил слугу. Слуга это был его вся родословная, вот, там папа, мама, там все они были. Вернее, папа его, как потом выяснилось, не был слугой, у него мама была служанка. Вот. И этот слуга, он каждое утро одевал носки вот этому наследному, там, не принцу, владельцу этого, да, то есть он как бы служил ему, как господину, и каждое утро надевал носки, и ему это очень нравилось. Почему ему это нравилось, мы поймем позже. Потом вдруг, спустя какое-то время, выясняется, уже там под конец фильма, выясняется, что на самом деле истинным собственником или наследником вот этого, так сказать, богатого отца является никто иной, как вот этот слуга. Почему? Потому что он оказался незаконно рожденным сыном служанки и, вот как в Махабхарате Видура, да, то есть служанки и вот этого герцога, да, там какого-то, условно говоря. И ему по праву этот замок переходил в наследство.
И тогда вот этот, ну как бы, джентльмен, который был в начале, ошибочно наследовал этот замок. Он, ну, хотел съехать уже, но вот этот слуга, он просил его, пожалуйста, пожалуйста, не уезжайте. Нет, нет, нет. И говорит, я готов продолжить вам служить. Но тот сказал, это невозможно по нескольким причинам. Во-первых, ты наследный, ну там, принц, герцог, я не знаю, кто вообще, наследник. Во-вторых, твое положение уже другое совершенно, ты не можешь мне служить. Вот. И ну, более того, ты должен, ну, как бы взять вот это в руки и так далее. Я настаиваю на этом. И этот слуга, он сказал, хорошо, я возьму, ну, как бы приму на себя эту неблагодарную роль, как бы вот быть потомственным герцогом там или кем-то, да, там, наследным, ну, в общем, ну да, герцогом. Но при одном условии, если вы никуда не уедете и позволите мне по утрам одевать вам носки. Вот. И это, вот знаете как, это вот, это бхава, это через это проявляется то, что, собственно говоря, был еще такой фильм, знаете, Face Off, когда старший брат, он всегда завязывал шнурки своему младшему брату, такому еще оторванному, он всегда ему раз завязывал шнурки, да, то есть вот это желание служить это изначальное, как бы мы уже говорили, да, и о бабушках, которые служат голубям, там, рыбкам, еще кому-то, по доброй воле. Как говорил один из героев классика, служить бы рад, прислуживаться тошно. И вот служить бы рад, это и есть наша санатана дharma, наша как бы санатана бхава, да, такая вечная бхава, вечное настроение. И именно поэтому от него только мы можем получить радость, ни от чего другого. Поэтому ответ Манмахана был таков, что даже если ты стал бы Богом, ты не смог бы наслаждаться этим положением, потому что это не твоя природа. Это подобно тому, как кухарку от станка взять и сделать депутатом. Да, то есть это вот было такое, да, межклассовое равенство. Ну какое равенство, если тот, кто работает руками, он говорит, не трогайте меня, дайте я буду работать у Сахи. Я люблю это дело, я люблю Сахи. Я не хочу сидеть в этом кресле депутата, я не хочу. Но в Кали-югу, да, Калау Шудра Самбава, то есть все шудры и все идут туда, обладая качествами. Но человек по природе, да, вот являющийся там, условно говоря, если он бизнесмен, он никогда не будет управлять государством, он не захочет. Хотя в нашем случае, видите, много желающих бизнесменов стать депутатами. Но это адхарма, это как бы не отвечает той природе, которая присуща человеку. Он не получит от этого удовольствия. Мы говорили об этом буквально в прошлом стихе. И да, мы еще хотели спросить, почему Арджуна задает этот вопрос. Вот это последнее, на что мы ответим. А про силу, которая толкает против нашей воли, несмотря на все вот эти 5 элементов и санкцию или не санкцию параматма, свет души, мы разберем завтра. Но почему Арджуна как бы внезапно говорит, вот теперь задает этот вопрос? Вот в чем вопрос. Есть какие-то предположения? Андрей, вы с нами? Хорошо, Пурушам Гуранга, отдувайтесь во всех. Слушайте, честно, не знаю, могу попробовать предположить, что Арджуна услышал от Господа Кришны, что необходимо отбросить и сражаться, да, получается. Но он чувствует, что есть какая-то сила, которая... То есть он согласен с этим, он не против, но он чувствует, что есть какая-то сила, которая не дает ему действовать согласно дхарме, либо согласно указаний, наставлений. Вот. И он пытается просто понять, каким образом что это за сила, как ее преодолеть. Да, я не встречал на самом деле объяснений ачарьев в трудах, по крайней мере в книгах Шрилы Прабхупады. Вот здесь в данном случае мы видим, что комментарий нет такого, да, что чувствуется логично, что тема заканчивается, что Кришна как бы ставит точку определенную, да, в этой теме. Там он уже вроде бы ее поставил, сказал, сбрось апатию, сражайся, но потом все-таки говорит, да, еще говорит, ну да, понятно, что сразу вот это все это слишком, как бы взять вот это откинуть там, и так далее, это все не так.
постепенно, в соответствии с своей природой, не надо имитировать, не надо то, просто отдавай плоды, просто пытайся удовлетворить меня и так далее, и так далее. И говорит, лучше выполнять свои обязанности и умереть в бою, то есть он полностью говорит, намекает уже на Арджуну, чем вот пытаться там подражать. И вы совершенно правы, ну, по крайней мере, с точки зрения логики, я с вами согласен абсолютно, с тем, что именно этот вопрос, да, может возникнуть. То есть еще мы на 3 главе, еще впереди 15 глав, да, впереди еще Кришна будет рассказывать и о том, о сём, о третьем. И сейчас эти сомнения, они вроде бы развеиваются, но естественный вопрос возникает. Ну да, но как же я буду сражаться, если есть что-то, что, ну, как бы заставляет меня действовать обратным образом сейчас? Что это такое, да? И он понимает, это не трусость, нет, это не трусость, это не то, не сё и так далее. То есть очень логично, поскольку мы говорим о действиях, то есть мы говорим о карма-йоге, то очень логично задать этот вопрос. Почему, несмотря на то, что ты, вот Кришна все рассказал и все это понятно, иногда мы действуем, но не так. Мы знаем, как действовать. Все, ты вроде бы мне все сейчас объяснил, как надо действовать. Апатию, то, все, 5-10. Но я не уверен, что я буду так действовать всегда. Да? То есть я не могу дать гарантии. Почему? Потому что я знаю, мой опыт показывает. Я уже 10 раз хотел делать вот так, с понедельника начать там заниматься зарядкой. С понедельника хотел бросить пить, курить, так сказать, изменять. Но ничего не выходило. Какая-то сила меня опять туда влечет. Любой курильщик, любой алкоголик знает это. Он знает, как. У него есть решение, решимость. Да? И вроде бы Параматма даже санкцию дает. Ну хорошо, здорово, давай. Но какая-то сила опять толкает его туда, туда. И вот Арджуна, он, говоря о действии, о карма-йоге, да, он понимает, принимает эти наставления. Он говорит, да, разумом все понимаю. А вот что делать, а вдруг не получится? Вот у меня опыт такой уже есть, а вдруг не получится? Вот это сомнение, да, он проговаривает это сомнение сейчас свое, и Кришна ему ответит, он даст ему ответ на этот вопрос, и дальше мы будем разбирать, он даст ему как бы лекарство, да, еще даст понимание или метод, как от этого избавиться, как это преодолеть. Спасибо большое, большое спасибо. Сегодня как раз будет санга, вот я вижу, подключается. Я тогда должен сейчас отключиться, сделать некую перезагрузку. Я опять же буду с вами в таком немножко в бэкграундном режиме. Вот. Так что, ну, собственно говоря, все. До встречи завтра. Завтра у нас очень такой вот ответственный момент. Мы будем обсуждать как раз, что же это за сила. Вот. Приходите все, не опаздывайте. Андрей, будет очень здорово. Что-то Дениса давно не было, я приглашу его тоже. Тогда я с вами прощаюсь на некоторое время.